уважаемые зрители, те, кто подписались и стали следить за моим каналом, и также те, которые случайно забрели на страничку и посмотрели, и им понравилось, и хотят задать вопрос или ответить на мой вопрос. Хотелось бы, вот последние события в Канаде, которые я освещаю, навели на такой интересный, можно даже сказать, в какой-то степени философический вопрос. Хотел бы узнать ваше мнение, действительно просто интересно. Как бы я немного зашел в тупик с ответом, потому что с одной стороны понимаю, что что-то должно произойти, что-то надо сделать, с другой стороны не очень понимаю, как вообще и что можно сделать. Я уверен, что будут разные варианты ответов, и на все ответы, на все комментарии попробуют написать, что думаю по этому поводу, так что пишите, пожалуйста. Думаю, что общение со всех уголков земли очень важно, неважно на каком языке, в нашем случае на русском, а русскоязычных действительно есть по всему миру. Вот вопрос идет о демократии как демократии. Опять же, есть разные опросы в последнее время, кто поддерживает Труда, кто не поддерживает Труда в том, что он ввел чрезвычайное положение. Но вот у меня такой вот вопрос. Демократия говорит, что решает большинство, что в принципе означает, что 55% могут проголосовать за законопроект, а 45% могут голосовать против. Причем я не имею в виду депутатов, а если сделать вот референдум, например, вот 55% скажет, что да, Труда правильно делает, что ввел чрезвычайный акт, а 45%, которые все-таки как-то хотят свободы, скажут, что это неправильно, что это ущемляет их права, и что забирает их свободы, и это попахивает диктатурой. Вот. По идее демократии, как бы, большинство решает, вот 55% решило, поэтому надо принимать законопроект. А что делать вот этому меньшинству из 45%, которые считают, что у них забирают свободу? Вот как бы получается, с одной стороны демократия, проголосовали, а с другой стороны это ущемляет права 45%. Получается, когда законопроект идет там не курить в помещении, или не курить в самолете, или добавить заработную плату депутатам, или еще что-то, это как бы не так важно. Большинство действительно может решить, потому что все эти вещи приносят неудобства большинству, и поэтому как бы надо уважать других людей и делать так, как хочет большинство. Но вот в таких ситуациях, как свобода, вот если 55% считают по той или иной причине, многие из них потому что смотрят СМИ, которые все вворачивают все в одну сторону, другие, которым не мешает, когда за них все решает кто-то, неважно, умный, тупой или так далее, но им просто это не мешает. И что делать тогда вот этим 45%? Уезжать в другую страну? Но в другой стране будет то же самое, как бы. И получается, какой вообще, вот в этом и заключается вопрос, какой вариант есть? Как бы, вот что делать людям, когда ущемляется свобода, и они все-таки не большинство? Я даже не буду говорить о том, что демократии как таковой не существует, причем, я думаю, ни в одной стране, потому что, опять же, выбирает не большинство или голосует не большинство, а голосует большинство депутатов. Причем, как мы все с вами знаем, в любой стране депутаты говорят и обещают одно, когда на выборах, чтобы за них голосовали. В большинстве случаев потом они это не делают, потому что, опять же, обещали это только для того, чтобы за них голосовали, даже зная, что те вещи, которые они обещают, неисполнимые. Как бы вот коммунист Джагмет кричит, что он там всем повысит заработную плату, раскулачит богатых и так далее. Ну, все понимают, что это неисполнимая задача и как бы невыполнимая, и в нормальной стране у него это не получится, потому что это просто порвет всю экономику страны и так далее. Но вот он обещает, есть люди, которые говорят: я буду вместо $13 получать 15. Это то, что мне важно, и за него голосуют. Они не понимают, что этого не произойдет. Вот. Есть депутаты, которые обманывают и так далее. И вот большинство депутатов голосует за законопроект, меньшинство против. Я знаю, появятся ответы: вот, сделать референдум. Ну, референдум, опять же,
согласен, это намного более демократично, чем просто горстка депутатов, там 350 депутатов, которые решают судьбу народа. Но даже с референдумом это не решает вопрос, что делать 45%, которые считают, что ущемляют их права. Да, есть для этого законы, есть чтобы не ущемлялись права, но вот у нас чрезвычайное положение, и в принципе законов нету. И нету свободы, и нету. И вот что решает правительство, то решает правительство. Опять же, вернемся к ситуации в Канаде. Вот проголосовали они законопроект продолжить чрезвычайное положение, но многие голосовали не по совести, как бы. Есть минимум 2 депутата, которые впрямую сказали, что если бы голосовать по совести, они бы противились по продолжению чрезвычайного положения. Но так как товарищ Труда вышел и сказал, ему надо было, в принципе, поддержка только 2 партий, его партии НДП, что он и получил, и это большинство получается. Но он вышел и сказал, что если этот законопроект не пройдет, будут досрочные выборы. Теперь, даже те депутаты, которые сказали, что по совести, они считают, что голосовать надо против, они сказали, что мы как бы проголосовали бы против, но мы не хотим сейчас выборов. Мы считаем, что это неправильно сейчас делать выборы. Вот только были выборы осенью, и сейчас опять выборы, и это стоит очень много денег, и страна в кризисе. Поэтому делать выборы сейчас неудобно. Причем, опять же, хочу заметить, Труда тоже не дурак. Если сейчас вдруг идет разговор о выборах, значит парламент распускается. Значит, у Труда будет время, минимум пару месяцев, чтобы властвовать как диктатор, потому что парламента нету, поэтому решает все правительство. И будет достаточно времени, чтобы делать то, что он делает всегда перед выборами, как правящая партия, это начинать просто подкупать голоса, раскидывать деньги направо-налево. Опять же, деньги же не его, деньги тех же людей, которым он что-то обещает. Вот начнет раскидывать направо-налево, многие люди скажут: окей, я получаю больше денег, я экономлю больше денег, это то, что для меня важно на сегодняшний день, мне надо семью кормить, мне надо детей кормить и так далее, и голосуют за него. Поэтому, как бы, в принципе, да, досрочные выборы — это тоже проблема, потому что пойдет серьезная подкупка голосов. Вот он сейчас, например, с Оттавы выгнал дальнобойщиков, сказал: знаете что, те бизнесы, которые в Оттаве были закрыты в центре Оттавы, я даю $20 миллионов помочь им. Это неплохо, бизнесам надо помочь. Но он не говорит о том, что бизнесы были закрыты по его приказу. Как бы многие сказали, и вы видели выступление организатора, он сказал: мы хотели, чтобы бизнесы были открыты, мы говорили бизнесам: откройтесь, и вы получите столько денег, сколько вы не получали за 2 года пандемии, потому что народу много, кофе пить хотят все, кушать хотят все, покупать вещи тоже хотят все, пока не заморозили счета банковские. Вот, и как бы открывайтесь, и мы только вам будет, как бы, в плане денег, в плане бизнеса, вам будет намного лучше, если вы откроетесь. Но приказали им не открываться, не открывались, а сейчас он им дает $20 миллионов, которые ему очень легко даются, потому что это не его деньги, не с кармана, как бы. Вот, поэтому досрочные выборы — это тоже не очень идеальный вариант, конечно, для Канады сейчас, но что-то делать надо, и придется делать досрочные выборы, и надеяться на то, что он не сможет таки подкупить всех. Но вернемся секунду к проблеме демократии в целом, потому что, опять же, я уверен, что да, то, что происходит в Канаде, подвинуло меня на открытие этого канала, на все вот эти вот вопросы, все эти идеи, все эти темы. Но уверен, что это происходит не только в Канаде. Во Франции тоже замочили протест свободы, и во многих других странах замочили протест. В Австралии там серьезно замочили, очень серьезно замочили. В Новозеландии порвали. Вот. Рвут по всему миру, как бы, но не хотят они отдавать власть никому. Но что делать, вот, скажем, если вы завтра премьер-министр в демократической стране, вот что бы сделали вы, если бы у вас было такое положение, что 55% за ущемление прав и свободы, а 45% против? С одной стороны, у вас есть легитимация, большинство проголосовало, даже если вы сделали референдум, что это более честно, чем горстка депутатов из 350 человек, которые решают, как вам жить и что делать. Даже большинство на референдуме проголосовало 55% за ущемление свободы, а 45% против. Что делать вот в такой ситуации? Вы же не можете, как бы, это неправильно, с одной стороны,
Да, с одной стороны, получается хорошо, демократия, большинство проголосовало, но с другой стороны, все-таки неправильно, что 45% населения, их права и свобода будут ущемлены, по их ощущению, и с этим никто ничего не сделает. И кричать, что вот, у вас есть право выбора, на следующих выборах, ну, ничего не изменится только. Что бы вы сделали? Вот у меня вот такой, я как бы, например, вот задался этим вопросом, опять же, сразу вас предупредил, что это философический вопрос, и непонятно, есть ли на него вообще правильный ответ, но я думаю, что будет приятно или полезно даже услышать несколько вариантов ответов, которые просто дадут больше почвы для раздумий. Я, например, не знаю, да, как бы в идеальном мире я бы попробовал бы прийти к какому-то компромиссу, как-то что-то разрулить, ни вам, ни нам, и то все, что в принципе и ожидалось, как бы в любых переговорах это идет, просишь больше, получаешь, тебе предлагают меньше, и где-то вот посерединке встречаются, но вот я думаю, что да, вот это может быть был бы правильный выбор, попробовать прийти к какому-то компромиссу, или изначально не задавать тупых законопроектов, как бы. Потому что я, например, не знаю, ли я смог бы вот с чистой совестью сказать, давайте поставим на голосование, ущемить нам права 45% от населения или не ущемлять. Как бы, ну, может быть, надо делать референдум, и чтобы за это проголосовало большинство подавляющее большинство голосов, например, не 51%, а 90%, чтобы уже было понятно, что там действительно совсем маленькое меньшинство, и как бы нет что делать. Но вот, например, опять же, в раскладе 51-49 получается фактически половина населения будет ущемлено. Делитесь ответами, делитесь на этот вопрос комментариями. Очень хочется действительно услышать не только мое мнение, которое я высказываю в этом канале. Очень хочется услышать мнение людей, которые наверняка многие имеют и больше жизненного опыта, чем я, и поумнее меня, и так далее. И как бы хотелось бы узнать, потому что этот вопрос, конечно, не повлияет на то, что происходит в Канаде сейчас у нас, и на свободу людей по всему миру, если такое когда-нибудь можно будет добиться. Потому что демократия это не означает автоматически свободу, как мы видим в Канаде. Получается все равно, и при коммунизме получалось все равно горстка людей, то есть политическая элита, они в принципе решают судьбу всего народа. Неважно с каких слоев, и неважно кого этот народ из себя представляет, что этот народ из себя представляет, как бы, и вот есть вот эта вот политическая элита, которая все решает. Причем, опять же, все они в большинстве своем обманывают, и, казалось бы, многие из них и так уже богаты, что вам еще надо, но альтруистов там нету. Они во время пандемии за эти 2 года умудрились 2 раза поднять себе зарплату, добавить еще один оплачиваемый праздник для госслужащих. И хотя этот праздник был, в принципе, довольно-таки грустный, потому что связано с индейцами и с тем, что убивали их детей, христианские школы и так далее, пытались их насильно превратить в христианство. Давно, как бы, да, это было сравнительно. Вот. Но это не помешало труду отправиться со своей семьей в отпуск, отдохнуть на денек. Хотя, опять же, как я говорю, этот день велся как оплачиваемый праздник, но и праздником не то, что он велся как оплачиваемый день. Называется День скорби и приравнивания, как-то вот перевести, если дословно. Вот, что в этот день мы должны были, как выразился Труда, мы должны посидеть, подумать о том, что случилось с индейскими детьми, подумать о том, что как люди могли сделать то, что сделали с детьми, и поразмыслив над всем этим, вы сделаете для себя заключение, чтобы такого никогда не произошло. Вот он поехал с детьми в отпуск и с женой отдыхать и размышлять, хотя было очень много
запросов от жителей, вот, которые принадлежат от коренных жителей Канады, которые говорили: приедь к нам, типа в общину, и мы посидим, потолкуем о том, что произошло. Вот было несколько таких запросов, чтобы он приехал, но он решил, что в этот день лучше все-таки поехать и отдохнуть с семьей. Вот. Ну, к теме вопроса, опять же, пожалуйста, пишите комментарии, буду рад услышать ваше мнение. Надеюсь, что не будет экстремальных мнений. Если я вижу экстремальный комментарий, я стараюсь на него не отвечать. Я не делаю цензуру, ну, пока никто не начал там вульгарно выражаться, некультурно выражаться и так далее. Цензуры не будет, но если я вижу, что вопрос хоть как-то, ответ хоть как-то или комментарий хоть как-то намекает на экстремизм, нацизм, расизм и так далее, или сектальный такой комментарий, что типа дьявол идет и так далее, я просто отвечать не буду, но цензуры быть тоже не может. Как бы это, мы говорим про свободу, я считаю, что выразить свое мнение может любой, поскольку это мнение выражено в рамках приличного разговора, а сама тема мнения, сама идея как бы не должна подлежать цензуре, даже если это сектальная идея. Я просто не буду комментировать, как бы, потому что, ну, не знаю даже, что на такое ответить, если честно. Вот. А так, пожалуйста, пишите комментарии, буду рад услышать. Спасибо большое.